жареная свинина по-корейски. Сколько разных блюд можно приготовить со свининой, и сегодня еще одно из них. Начинаем с того, что делаем соус-маринад, в котором будем мариновать мясо. Нам потребуется соевый соус 5 столовых ложек. Как вы могли уже заметить, соевый соус – это основа очень многих соусов. Далее сахар в объеме 2 столовых ложек, а также сироп. В Корее используют кукурузный сироп. Нам потребуется 1 столовая ложка. Если сиропа нет, то тогда можно заменить его на сахар. Затем кунжутное масло. Потребуется 1 столовая ложка. Если нету, то пропустите. Следующий ингредиент – имбирный порошок. 1 чайная ложка. Помогает избавить свинину от неприятного запаха. Если нет, можно пропустить или заменить на свежеперемолотый имбирь. И черный молотый перец – 1 чайная ложка. Все это хорошо перемешиваем. Теперь заготовим овощи. Вот этот чеснок я отложу для того, чтобы затем сервировать к подаче на стол. А молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки нам потребуется для маринада. Вы можете перемолоть чеснок в блендере или воспользоваться вот таким же способом. Тогда чеснок надо сначала придавить ножом, чтобы его расплющить, а затем уже измельчить вот так вот ножом вручную. Но можно не мучиться, а просто перемолоть это в блендере. И в объеме 1 столовой ложки мы закладываем чеснок в маринад. В общей сложности 1 головка чеснока у меня ушла. И далее 3 стручка зеленого лука. Мы нарезаем мелкими кольцами. Половину зеленого лука мы закладываем в маринад, а другую половину откладываем также, чтобы затем засервировать к столу. Потом увидите как. И нам потребуется 1,5 луковица. Целую луковицу мы с вами нарежем и будем пассеровать, а половинку луковицы мы нарежем и отправим в маринад. Весь лук мы нарезаем тонкими полукольцами. И половину отправляем в маринад, а остальную нарезанную луковицу мы откладываем для того, чтобы пассеровать ее к подаче на стол. Итак, теперь вы видите весь объем нарезанных овощей и наш маринад, который мы хорошо перемешиваем вместе с овощами. И далее свинина. Свиная вырезка живота 300 грамм. Как вы видите, она без кожи и без кости. Нарезаем настолько тонко, насколько это возможно. Есть маленький совет. Чтобы мясо легче нарезалось, надо его немного подморозить. И вот такой толщины в данном случае мы нарезаем. Но чем тоньше, тем лучше. Тогда лучше воспользоваться как можно более тонким и острым ножом. Весь нарезанный объем свинины мы с вами закладываем уже в прежде подготовленный соус-маринад. И все это хорошо перемешиваем. Я в данный момент пользуюсь ложкой, но лучше, конечно, надеть перчатку и все это перемешать в перчатке, при этом немного массажируя само мясо. Немного придавите мясо ложкой и откладываем его в сторону где-то на 30 минут минимум, чтобы мясо хорошо промариновалось. За это время мы нагреваем сковороду с некоторым количеством растительного масла и сначала начинаем пассеровать лук, 1 луковицу, которую мы с вами нарезали. На среднем огне мы это делаем около 2 минут. 2 минут достаточно, лук успеет размякнуть и немного поменяет цвет. И мы должны будем выложить этот лук на ту тарелку, которую собираемся с вами использовать для подачи блюда. Теперь, когда время маринада, точнее маринования уже вышло, мы опять же подготавливаем сковороду, нагреваем с небольшим количеством растительного масла или же без него и жарим на среднем огне. Сначала появится немного воды, овощи и мясо дадут воду. Ну, мы продолжаем вот так вот пассируя, немного двигая мясо на сковороде, продолжаем жарить на среднем огне.
Можно остановиться вот на таком состоянии мяса, когда оно достигнет, то есть когда вода уйдет и мясо немного поджарится. Но наиболее вкусно это блюдо довести до сильной обжарки, до такого сильно золотисто-коричневого цвета. Сейчас я покажу, о чем я говорю. Именно вот в таком состоянии блюдо это наиболее вкусно, но не все любят слегка такую подгоревшую еду. Поэтому, вообще это блюдо должно выглядеть вот так. Вы его закладываете сверху на прежде приготовленный лук и так подаете к столу. А еще к этому блюду подают вот такой набор овощей, салатные листья, а также дольки чеснока и зеленый лук нарезанный. Ну и, конечно же, поскольку блюдо азиатское, ест оно с рисом. И теперь, собственно говоря, премудрость, как же его едят. Берут один листик, салатный лист, и начинают на него все вот так вот по чуть-чуть накладывать. Мясо, чеснок, лук. Тот лук, на котором мы, собственно говоря, подали это мясо, и зеленый лук, и немножко риса также закладывают. Еще должен быть соус, который называется самджан, но сегодня, к сожалению, у меня его нету. А так бы его туда положила. И затем вот вся вот эта вот красота заворачивается, и теперь нужно все это запихнуть себе в рот. И вот таким вот интересным способом в Корее едят это блюдо. Есть его аппетитно, интересно, и вся вот эта процедура, она на самом деле не утруждает, а еще больше разжигает аппетит. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, лайкайте или дизлайкайте, подписывайтесь на наш канал и не пропустите новые видео. Приятного вам аппетита!